Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео мы будем ремонтировать баян, а точнее голоса баяна. Этот баян у нас тульский, уже очень старенький, и на голосах пересохли лайки, поэтому иногда он самопроизвольно начинает играть как при сжатии, так и расширении мехов. Но основным компонентом для смазывания лаек будет обычное касторовое масло, которое продается во всех аптеках. И также понадобится небольшая кисточка для рисования, для удобства смазывания лаек. В первую очередь необходимо снять левую клавиатуру с баяна, в которой были дефекты. Для этого я воспользуюсь обычным острым ножом или плоской отверткой, с помощью которой необходимо поддеть эти шпильки, которые находятся на передней и задней части баяна. Шпильки фиксации клавиатуры очень маленькие, и на них есть небольшая шайбочка, которую нельзя потерять. Без них ничего не получится. И после этого аккуратно отсоединяем левую клавиатуру. Просто потянем ее в сторону, и она выходит из корпуса баяна. Эта часть нам пока не понадобится, уберем ее в сторону. Для удобства смазывания я положу клавиатуру на бок. Так мы смажем эту часть лаек. И затем перевернем ее на другую сторону для смазывания противоположной стороны. Касторовое масло очень хорошо смазывает натуральную кожу лайковых клапанов. Поэтому необходимо смазать один или два раза их. Но не перестарайтесь, потому что если они будут слишком мягкими, они будут загибаться, и баян не будет играть. Вмакаем кисточку в масло и наносим небольшое количество на каждую из них. Очень аккуратно. Как бы втираем масло, чтобы оно хорошо впиталось. Кисточка позволяет добраться даже в самые труднодоступные места на лайках. Лишнее масло необходимо удалять, чтобы лайки не приклеивались. Затем необходимо чистой тряпочкой убрать излишки масла из деревянных и металлических частей, чтобы не было излишнего прилипания и подтекания. Вот прошел 1 час. Касторовое масло впиталось в лайки, кожа стала на них мягкая, и можно приступить к сборке баяна. С помощью маленького молоточка забиваем шпильки на свое место в корпус баяна. Не забываем одеть маленькую шайбочку на шпильку и забиваем ее. После такого небольшого ремонта можно проверить, как работает баян. Я, конечно, не музыкант, но могу просто визуально проверить общую работу. Видно, что без нажимания кнопок все герметично, никаких звуков не издаются. Это говорит о том, что лайки закрываются нормально. Таким образом, такой нехитрый способ смазки лаек голосов позволит продолжить жизнь вашего баяна, если он уже не работает. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!